Со второй ступени денежной магии начинается работа с заклинаниями и сознанием. Работа именно магического характера. То, что было до этого, назовем подготовкой. На второй ступени мы переходим к пониманию денежных потоков и начинаем ими управлять. С позиции второй ступени денежной магии каждый человек сам по себе является потоком денег. Здесь вы включаетесь в этот поток и осознаете его. Для этого надо подумать: у меня есть какой-то приход и уход денег, и какая-то часть денег есть в запасе в виде недвижимости, в сбережениях и тому подобное. То есть поток имеет три главные точки: вход, середина и выход. Этим потоком можно управлять и магически на него воздействовать, контролировать, усиливать на нужном нам участке. У этого потока есть такие же параметры скорости и массы. Ширина потока – это условно его масса, а его скорость – это денежная скорость. Мы пойдем дальше. Будем усиливать не только свой денежный поток, а научимся воздействовать на еще одну часть потока. Четвертую часть – сверху. Деньги, которые к вам приходят, поступают от кого-то. Наверняка вы замечали, что когда колдуете деньги, они не колдуются. Возникает эмоция недовольства, развивающаяся на фоне того, что вы увеличиваете поток только у себя. И тут возникает некий дисбаланс. У себя вы усилили деньги, а у тех, кто вам деньги дает, поток не усилился. И возникает эмоциональное натяжение. Вы тянете деньги, а у них нет денег. Из-за энергетического натяжения возникают эмоции. Могут возникнуть и у тех людей, и у вас. Поэтому, чтобы избежать эмоций, делается следующее. Когда вы тянете деньги, вы тянете их не на себя в первую очередь, а на тех, от кого деньги идут. Таким образом, эмоциональное натяжение получается меньше, и поток денег усилить проще. Есть вы, есть поток денег со входом и выходом. Деньги через вас текут. Но они же могут приходить не обязательно от ваших клиентов. Это может быть работодатель, партнер и так далее. Это может быть даже государство, которое платит пенсию. Интересный эффект я наблюдал у пенсионеров. Как они думают? Пенсия ограничена, какую назначили, и больше не получишь. А когда человек начинает работать с этой практикой, у него увеличивается доход. И бывали случаи, когда даже повышали пенсию, хотя человек и представить такого не мог. Когда вы прокачиваете денежный поток, то набираете массу и скорость. И к этой массе и скорости по силе гравитации добавляются новые потоки денег. То есть получается, что вы качали деньги через уже имеющиеся у вас источники. Например, если взять пенсию, вы стали качать деньги государству, а от государства к вам. А потом оказывается, что у вас возникают какие-то новые доходы, даже не связанные именно с тем каналом, который вы осознанно раскачивали. Такое бывает часто. Человек качает от своих источников и думает, что только оттуда ему деньги придут. Но благодаря самому факту качания он усиливает себя по массе и скорости, и это привлекает дополнительные потоки денег. Объект, от которого вам могут идти деньги, фирма, бизнес, клиенты, конкретный человек поддается вашему влиянию и воздействию. Его можно выделить как эгрегор. К примеру, вы обозначаете, что есть некая структура, фирма, где есть деньги и люди, и от этой структуры к вам идет поток денег. Но возникает проблема, когда человек отождествляет себя со своей работой. Это часто касается магов. Маг говорит «я маг», и вживается в это состояние, и фактически от его состояния начинают зависеть его деньги. Получается, что маг сам себе работодатель и сам себе работник. Эти два персонажа в одном человеке бывают конфликтуют. Поэтому если вы работаете как маг, фрилансер, то для усиления потока денег фактически нужно в уме отделить себя как фирму, работника и как того, кто получает деньги, и не зависит от вашего настроения или самочувствия и так далее. То есть в схеме есть вы и вы как бизнес. Допустим, вначале вы считали, что я и мой бизнес – это одно целое. Но в таком случае качать деньги получается сложнее как раз из-за внутреннего конфликта. Соответственно, вы можете разделить в уме в качестве источника денег в схеме «я маг», а в качестве звена, к которому идут эти деньги, «я человек», который получает деньги. В таком случае у вас раскачивается свой эгрегор. Клиенты приходят не к вам, человеку, нижнее звено в схеме, а к вам, специалисту. На схеме это уровень источников дохода. И за счет этого вы можете раскачать себя как эгрегор, потому что вы растождествились с бизнесом. И тот уже стал объектом.
Например, у меня много разных направлений. Я маг, я учитель и так далее. Соответственно, я могу настроиться на это как на внешний объект. Не так, что это все у меня внутри, а так, что это внешняя сила по отношению ко мне. И в таком случае, когда я раскачиваю поток, начинаю усиливать эгрегор меня как специалиста. Я начинаю это со стороны делать, что позволяет мне раскачивать и усиливать эгрегор. В итоге у вас может быть вообще несколько эгрегоров. Например, вы как маг, вы как учитель, вы как еще кто-то и так далее. И в одном человеке фактически может сочетаться очень много вот этих потоков. И если вы привыкли отождествляться со своей работой, то для магии денег, чтобы вы могли усилить поток денег, надо уметь именно разотождествлять себя и себя как того, кто зарабатывает деньги. В таком случае очень легко получается реально совмещать несколько профессий. И с другой стороны, если человек отождествляет себя с какой-то профессией или с каким-то типом поведения, то он будет урезать сразу свой денежный поток. Сколько раз вы сталкивались с ситуацией, когда говоришь человеку: «Тебе вот это ведь интересно, так займись этим и начни деньги зарабатывать». А человек отвечает: «Нет, я же по профессии тот-то». То есть он живет привычкой, ему сложно пробовать что-то новое. И даже если дело интересное, развивать это как бизнес он не стремится. Те практики, которые мы будем делать, позволят усилить, соответственно, выход денежного потока, его середину, вход и источники, откуда деньги идут к вам. Таким образом, в целом поток начинает усиливаться. Как усилить выход потока? Выход потока тренируется вашими желаниями по сути. Когда вы думаете, зачем вам нужны деньги, можете даже по уровням соответствия с чакрами разделить, развивая в себе мотивацию на что. То есть эта часть потока – выход. Это на что? Соответственно, если у вас в уме нет понимания, зачем вам нужны деньги, нет желания того, что вам могут эти деньги дать, то эта часть потока будет перекрываться. Все упражнения, направленные на усиление своих желаний и мотивации, связаны как раз с этим. Как усилить середину потока? Практика на увеличение суммы, которую мы выполняли ранее, будет усиливать эту серединную часть, захватывая при этом верхнюю часть. В срединной части то, сколько вы можете удерживать. Поток идет через вас, но часть его сохраняется здесь в виде массы и скорости и всего материального, что у вас есть. Соответственно, используемые практики направлены на то, чтобы вы могли легко удерживать какой-то объем. Яркий пример. Люди, которые не умеют удерживать деньги, они получают какую-то сумму, и она буквально зудит им. Они знают, деньги есть, надо потратить. Это показатель того, что объем не позволяет удерживать больше какой-то суммы, и все сверх нее будет уходить. И наоборот, когда у человека становится много всего, вначале одна квартира, потом две, потом 3, 4, 5, один бизнес, потом второй, третий. То есть, когда он постоянно наращивает вот эту свою внутреннюю часть, это как раз середина потока. То есть, сколько у него денег по умолчанию, имеется в виду не просто в бумажках, а накопление вещей, недвижимости и всего, что можно купить за деньги. Как усилить вход потока? Это то, сколько денег вы можете принять. Практика по увеличению суммы усиливает эту часть. Мало кто добавляет в работу с денежным потоком четвертую часть. И из-за этого у них плохо раскачивается получение денег. Все люди, по сути, свои эгоисты, думают в первую очередь только о себе. И фактически из-за этого начинают конфликтовать с теми, кто находится на уровне источников денег. То есть вместо того, чтобы те люди ощущали, что им хорошо и они хотят вам платить, возникает дисбаланс. У них поток не усилился, а вы себе усиливать поток пытаетесь. В таком случае они начинают эмоционировать по поводу вас. Например, злиться, считать вас виноватым в чем-то, говорить, что вы плохой человек. Да, они заплатят, но сделают это неохотно. У них возникает чувство, что вы ими манипулируете, как будто они обязаны. Появится чувство вины, и они будут как от души отрывать деньги, чтобы вам заплатить. Не с радостью, понимая, что за это им будет что-то хорошее, а именно с посылом «надо, но я не хочу». Из-за этого возникают эмоции. Когда раскачки в четвертой части денежного потока нет, вы усиливаете поток только у себя, то сразу начинаются какие-то проблемы. Например, возникают сложные клиенты, которые будут говорить, что вы плохо работаете, требовать вернуть деньги, постоянно придираться и так далее. В этом и заключается побочный эффект денежной магии для тех, кто не знает про четвертую часть денежного потока. Соответственно, мы будем делать все правильно. Будем усиливать деньги у тех,
от кого к нам они идут, а потом уже усиливать поток от них к нам. В таком случае все складывается гармонично, не возникает никаких эмоций. Гладко усиливается и у них, и у вас, и все довольны. Вторая часть работы на второй ступени – это использование внешних потоков для своей подпитки и получения оттуда энергии. Допустим, мы можем настроиться на потоки, находясь в каком-то месте, где проходит много денег. Вы идете в банк и настраиваетесь на банк, как на канал денег. Банк – это объект, куда деньги входят и выходят, а сам банк копит деньги, наращивает свою массу и скорость. Итак, первое. Вы пришли в банк и начинаете настраиваться на поток денег, которые там есть. Второе. Затем вы настраиваетесь на свой поток. Третье. И сонастраиваете ваш поток и поток банка таким образом, чтобы ваш поток начал бы становиться как у этого банка. Вы фиксируете заклинания такого типа. Как у этого банка каждый день деньги приходят, так и у меня деньги приходят. Вы делаете копирование качеств потока. Это очень хорошо будет действовать на ваш поток денег. Можно выполнять эту практику также в каких-нибудь ресторанах, где хороший поток денег и так далее. Даже Макдональдс можно использовать, так как в нем всегда есть клиенты и больше людей, чем в других ресторанах. Там очень много информации именно на вход потока. И эту структуру можно использовать. Пришли в Макдональдс, настраивайтесь на поток денег, на то, что всегда есть клиенты, и копируете на себя это качество потока, что у вас тоже всегда есть клиенты, в очереди стоят. К примеру, в Санкт-Петербурге есть монетный двор, который никогда не закрывался, даже во время войны. То есть там можно взять некую денежную стабильность. Структура. Деньги всегда были, всегда есть, всегда будут и никогда не закончатся. На второй ступени мы можем все эти денежные места использовать для того, чтобы себя раскачать и усилить у себя денежный поток. Можно устраивать себе что-то вроде денежных экскурсий. Находите в своем городе крупные банки, бизнес-центры, рестораны, такие места, где точно много денег. Едете туда и там выполняете практики второй ступени. В таком случае эффект будет намного лучше, чем делать их дома. И иногда даже приходится ехать в другой город, чтобы прокачаться таким образом. Например, если вы живете за городом, где нет ни одного крупного банка. В работе с потоком денег ключевым должно быть ощущение, что вы – это и есть поток денег. Не человек, а поток денег. Ваш ум должен быть настроен таким образом, мировоззрение должно немного сдвинуться в сторону. Вы не человек с моральными ценностями, устоями, ограничениями, характером и так далее. Вы просто поток денег. Тоненький, чуть потолще, широкий. Забудьте установки «бедный, зато хороший» и тому подобное. Выбросите это из головы. Вы – это поток денег, и не оцениваете себя эмоционально. То есть вы не плохой или хороший, а вы поток, либо больше, либо меньше. Если вы являетесь денежным потоком, то неважно, какой вы человек, какое у вас духовное развитие, что вы умеете, какие проблемы были в вашей жизни, это все не имеет никакого значения. С позиции потока денег важно только, насколько вы хороший сосуд. Соответственно, вы, как поток денег, имеете вход. Он условно сверху. Так проще представлять. И это та денежная энергия, которая в вас поступает из социума. Вы имеете свою внутреннюю часть, то, насколько вы расширяетесь внутри и можете удерживать какую-то массу денег. И выход. Это то, сколько вы тратите, ваша щедрость, потребность в отдаче денег. Вы являетесь частью системы кровеносных денежных сосудов в социуме. И каждый человек, находящийся в социуме, является этим сосудиком, либо капилляром, либо целой артерией. Или для еще большей простоты понимания можно провести аналогию с морями и реками. Бывают даже люди-океаны. Ваша же задача не быть человеком-ручейком. Первое. Важны и вход, и выход потока. Жадность перекрывает денежный канал, то есть выход. Когда человек думает, что тратить деньги – это нехорошо, что надо накапливать, в таком случае он перекрывает выход потока. И поток останавливается на всех уровнях, по сути. То есть это как вода в кране. Если вы там краник закрыли, в этой части трубы она тоже перестанет течь. Соответственно, если выход перекрыть, вход перекроется автоматически. Если вход перекрыть, выхода не будет. Второе. Вы служите добру. То есть быть сосудом, через который течет денежная кровь, это быть в социуме. Частью этого мира, важной частью.
и делать добро. Потому что, когда вы тратите деньги, вы не делаете зло себе, а делаете добро другим. Это важно понимать. Деньги же не исчезают, когда вы их потратили. Они просто перетекают из одного места в другое. То есть в этом нет ничего плохого. Это просто течение. Они от вас ушли, зато пришли кому-то. А тот купил себе еду. По сути, вы купили ему еду. Сделали добро человеку или даже спасли кому-то жизнь или много жизней. Вы можете даже не знать об этом, потому что являетесь просто сосудом в этой части социума. Куда дальше эти деньги через вас прошли, неизвестно. Поверьте, большая часть идет на хорошие дела, на добро, на еду, на одежду, лекарства и так далее. Деньги, проходя по сосудам в социуме, делают добро на протяжении всего пути. Они питают общество, как кровь питает клетки, идя по сосудам. Поэтому в тратах нет ничего плохого. Наоборот, вы должны понимать, что вы делаете добро, платя деньги. Что происходит, если вы даете людям хорошие чаевые? И что происходит, если вы подаете деньги нищим? Когда хотите усилить выход денег, вы, например, можете дать хорошие чаевые таксисту или официанту, или дать кому-то денег просто так, с позиции, что делаете добро. Но тут важно понимать, что если даете деньги нищим, особенно профессиональным нищим, которые воздействуют на человеческую жалость и страх нищеты, то перекрываете канал, а не освобождаете его. Потому что когда вы даете деньги нищим попрошайкам, то делаете это с позиции жалости и фактически отождествляетесь с ними. Уходите в более слабую позицию, думаете, а если я стану таким же? Или мои дети? То есть в уме позволяете себе стать таким же, по сути. Жалость – это то же самое, что и сонастройка. А что хорошего в сонастройке с нищим и больным человеком? Ничего, потому что по сути вы берете на себя его проблемы. Вспомните ситуации, когда подавали 10 рублей нищему. Не случалось ли после этого такого, что вам премию отменили или сломался дорогой телефон, или потеряли кошелек? Наверняка вы не связывали эти моменты, ведь подать нищему значит добро сделать, а на самом деле сделали зло себе. Выход денег должен происходить только на положительных эмоциях, на ощущении силы, радости и счастья. Даете деньги с позиции сильного человека, который может заплатить больше, и понимаете, я сделал добро. Сильная позиция заплатить таксисту на 200 рублей больше не из жалости, а с осознанием, что делаете добро. По-настоящему. Слабая позиция жадного человека. Никому никогда не давать денег, кроме нищих. Это позиция бедного, несчастного, живущего только в своих страхах человека. Поэтому на выходе потока надо осознавать, что вы делаете, с какой позиции вы даете деньги. С позиции слабости и страха, нищеты или силы и удовольствия. Попробуйте хоть раз совершить поступок из сильной позиции и получите ни с чем не сравнимое удовольствие, когда платите больше и видите радость и уважение со стороны человека, для которого вы это сделали. Это положительные эмоции от души, на которых вы получите гораздо больше. Желая отдать деньги нищему, всегда вспоминайте. Нищий и так всех ненавидит, и вас в первую очередь, ведь когда вы даете ему деньги, он вам завидует по-черному, и при взаимодействии с ним вы оскверняете себя, а не улучшаете. Деньги нужно давать не из жалости, не тем, кто просит, а тем, кому вы, как главный в своей жизни, считаете нужным дать. Поймите разницу. Позиция силы и позиция слабости. С позиции слабости, жалости, выход потока надо прекратить. Стоит ли давать деньги в долг? Если у вас просят деньги в долг и вы даете, это позиция слабости. Считается, что в долг давать нельзя вообще, энергетически правильнее дарить деньги. Знаете, как из друга превратиться во врага? Это дать деньги в долг, проверенная веками методика. С позиции силы вы не даете в долг на самом деле. Даете деньги либо под процент, именно как бизнесмен, либо просто дарите. К примеру, человек вас просит: дай 10 тысяч в долг. Вы даете ему 5 тысяч и говорите: дарю. Все. Никаких негативных эмоций не будет по отношению к вам, ведь человеку не придется возвращать деньги. Он будет настолько рад, а на этой его радости вы заработаете не 5, а 25 тысяч, просто от того, что вас поблагодарят от души. А на негативных эмоциях вы больше потеряете. Представьте, вы дали 10 тысяч в долг, человек получил, знает, что их надо вернуть, и станет эмоционировать, думать о том, как было бы прекрасно долг не возвращать, то есть будет вас осквернять, по сути. Благодарность со стороны других людей, которая идет от души, дает вам деньги. Иногда дашь официанту на 100 рублей больше.
и в этот же день зарабатываешь 10 тысяч. Просто из-за того, что он настолько был благодарен, что зарядил тебя вот этой массой энергии на 10 тысяч. Середина потока – это вы, ваша масса и скорость, ваше имущество. Есть много комплексов вроде «все время хотеть деньги, хотеть имущество – это зло, это от дьявола». Впрочем, это действительно от дьявола, но от дьявола 15-го аркана. Стремление и мотивация все время иметь больше – это 15-й аркан. Это, можно сказать, сила материализации, которая действует в этом мире. И, соответственно, если у вас есть комплексы на этот счет, а зачем мне много, это просто показатель, что у вас ослаблены чакры и здоровье. То есть, когда проблем нет, для человека нормально иметь много всего. Кроме того, он понимает, если выход потока связан с другими людьми, с добром для других людей, то имущество, которое переходит по роду, это, можно сказать, вложение в собственную семью, детей, наследников и так далее. Иными словами, имущество на самом деле вам не принадлежит, вернее, принадлежит вам маленькую часть времени, пока вы живы. Но когда вы умрете, все это имущество пойдет по роду дальше, вашим внукам, правнукам и так далее. И с этой позиции вы понимаете, что на самом деле это добро иметь много. Что плохого в том, что у ваших детей, внуков, правнуков будет квартира? Дом, машина, квартира – это все вклад. Сейчас это вас радует, вы получаете наслаждение от того, что имеете. А потом имущество будет радовать ваших наследников, и это тоже хорошо. Итак, середина потока – это то, сколько имущества вы позволяете себе иметь в виде каких-то дорогих вещей, недвижимости и так далее. Вход потока может быть широким, узким, быстрым, медленным и так далее. Это фактически ваша связь с социумом, ваша важность для людей. Чем больше вы важны миру, тем больше будет канал. С этой позиции очень легко понять идею о том, что если Бог любит, то и деньги даст. Духовность рассматривается относительно количества энергии, которая к вам приходит от мира. Это нормально. Если вы духовный, у вас много энергии, соответственно, много денег, ничего противоречивого опять же в этом нет. Просто под влиянием религии произошла подмена, когда стали считать, что надо перекрывать этот канал, и тогда человек становится ближе к Богу. Середина потока – это больше ваша любовь к себе, в то время как выход потока – это ваша любовь к другим, а вход потока – любовь других к вам. Деньги – это любовь, материализованная в такой форме. Четвертая часть потока – то, откуда к вам деньги идут на вход. Она еще связана с другими людьми, которые платят вам деньги, или с фирмой, или с государством и так далее. А как мы относимся к государству? На самом деле, мы же все время его ругаем. Замечали такое? Сидят пенсионеры, жалуются, ругают правительство. А потом еще хотят, чтобы им пенсию увеличили. Какая-то несостыковка получается. С одной стороны, они гнобят объект, от которого им идут деньги, а с другой они говорят, что у меня маленькая пенсия. Просто нужно начать любить объект, который дает вам деньги. Тогда эти деньги увеличатся. Потому что любовь как связь, коннект двух объектов. И когда вы начинаете больше любить объект на другой стороне этого канала, то оттуда приходит усиленный отклик в виде любви к вам. Когда вы начинаете любить клиентов, любить фирму, любить государство, именно те объекты, которые вам дают деньги, то им хорошо, потому что любовь лечит. И вам замечательно, потому что их любовь к вам усиливается, и, соответственно, поток денег от них тоже растет. Представлять поток можно как угодно. На самом деле это не так важно, какие именно вы используете. В виде трубы, денежного сосуда, артерии, трубки, по которой течет энергия. Энергию можно представить в виде неонового свечения. Можно представлять золотую энергию. Деньги обычно проще представить в виде золота. Или просто нечто тянущееся, белое. Особой разницы нет. Главное ваше понимание, что это денежная энергия. Многие люди, медитирующие на деньги, фантазируют, что на них льется дождь из золотых монет. А реального включения в поток нет. Они просто глюк визуализировали, но понимания включения в энергию на самом деле нет. А потом они говорят, что медитируют целый день, а не работает ничего. Если человек не включился и не осознал суть денежного потока, а думает, что просто представил, будто деньги сыплются сверху, и этого достаточно, то он заблуждается. Внутри себя он все тот же, с такой же массой и такой же скоростью человек, представляющий золотые монеты. Когда же вы осознали этот поток, трубу,
через которую идут деньги. И когда вы начинаете осознанно расширять ее и усиливать в ней напор денег, то это влияет на вашу массу и скорость, меняет вас внутри, а не просто является какой-то визуализацией, ничего не дающей. Первое. Настройка на структуру потока. Представляете все части денежного потока. Выход. Как труба идет. Вы, как труба, которая немного раздувается в зоне вашего тела. Вход потока. Объект, от которого к вам идет поток. Поток, который входит уже в тот объект. И представляете, что вы – это сосуд, наполненный светящейся энергией. Она входит, выходит, и вы проводите ее через себя. Вы настраиваетесь на тот объект, откуда она к вам идет. Если это множество людей, то вы просто понимаете, что они представляют собой некий эгрегор, объединение людей, клиентов. Второе. Усиление напора потока, увеличение скорости. Вы понимаете, что этот объект закачивается этой энергией. Напор верхней части потока увеличился у объекта, от которого вам идут деньги. Напор тоже увеличился, благодаря чему энергия идет дальше, к вам. Поток к вам на входе увеличился. Ваш объем увеличился. И вы даже начали немного расширяться. И выход также увеличился. И представляете единый поток энергии, который просто течет через вас, как река. Третье. Расширение потока, увеличение массы. Вы начинаете видеть, как эти трубки расширяются в диаметре. Если вначале они были маленькие, вы принудительно их расширяете. Расширили выход, расширили свой объем, расширили вход, объект, от которого деньги идут к вам. Расширили вход у объекта, от которого деньги идут к вам. И прогоняете эту энергию через себя с усиленным напором. Ее можно представить в виде неонового свечения. Например, она текла медленно, а вы представляете, что она начинает с напором течь. Очень хорошая настройка тут на водопад. Если вначале была медленная скорость течения энергии, то когда вы расширили поток, она начала ускоряться, стала течь с большим напором, как будто там поставили турбину какую-то или насос, который качает эту энергию через вас. Четвертое. Чистка денежным потоком. Когда вы это все представили, увидели, понимание, что эта энергия, когда через вас идет, заодно смывает с вас все плохое, все болезни, всю нищету, слабость, ограничения, состояние жертвы. Внутренний бомж утекает тоже вместе с этим потоком. То есть все, что мешает вам быть богатыми, сильными, здоровыми, активными, бойкими, мощными, духовными, все это смыло с этим потоком, вас прочистило. И находитесь в этом потоке какое-то время. Потом можно уже переключиться, но периодически нужно утром, днем, вечером усиливать этот поток. Бывает, что он опять уменьшается, значит, вы перестали осознавать его. Ваша задача постоянно находиться в этом денежном потоке. В процессе этой медитации также можно осознать некоторые вещи. С такой позиции, например. Бог – это любовь, а любовь – это деньги. Значит, Бог – это деньги. Я люблю мир, поэтому желаю выдать туда много денег. Я люблю себя и свой род, поэтому я хочу много имущества и всего того, что можно накопить. Я люблю людей, а они меня еще больше любят. Все другие люди, от которых идут деньги. И чем больше любви, тем больше Бога и тем больше денег. А не любовь – это денежный блок. Вы можете не любить людей, которым вы даете деньги, это будет блокировать. Вы можете не любить себя, это тоже будет блокировать. И можете не любить тех, от кого идут деньги, это тоже будет блокировать. И нежелание любви, когда вы говорите себе «А зачем мне, чтобы меня любили?», тоже будет блокировать деньги. Медитация будет усиливать вашу массу и скорость. Масса увеличивается за счет объема, диаметра, а скорость – за счет напора, потока. В лесном рейки настройка «Поток денег» содержит в себе описанное заклинание. Можно дополнительно запускать лесной рейки, поток денег, и делать эту медитацию, что усилит настройку, сделает ее еще более мощной.